Загитова – богиня, которая спустилась с небес. Что говорят об Алине в мире в 2021 году? После феноменальной победы Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане прошло уже больше 3 лет, однако безумная популярность любимицы Хрустального в мире только растет. Алину обожают за талант, красоту, добрый нрав, а если говорить о японцах, то еще и за правильный выбор собаки породы Акита Ину, которая в стране восходящего солнца относится по-особенному. Объяснить причины популярности Загитовой в мире – это все равно, что разгадывать загадку знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», интересно и невозможно одновременно. В 2021 году на страницах популярного словацкого издания Сичабалзом вышла статья, автор которой откровенно признается, что сам попал под чары русской красавицы, однако объяснить, в чем секрет ее успеха, он не может. Загитова продолжает набирать поклонников по всему миру не только благодаря своей юности, обаянию и скромности, но и благодаря тому, что невозможно определить, искренне развел руками автор статьи. Далее журналист словацкого издания щедро перечисляет заслуги и положительные качества Алины, а также выражает уверенность, что Алина еще много раз вежливо и тактично напомнит миру о себе. Она интроверт, она застенчивая, а с виду даже хрупкая. Загитовой не нравится интерес со стороны СМИ, но разглядеть это можно только, если очень внимательно следить за мимикой ее лица. Тем не менее, ей уделяется больше внимания, чем многим профессиональным моделям и спортсменам. Благодаря своему очарованию она появляется на первых полосах многих мировых изданий. Она предпочитает уединение, своих близких и не любит об этом говорить. Русские очень любят Загитову, хотя она не русская, а татарка. А японцы готовы устраивать фестивали в ее честь. Люди, которые знают ее лучше, дали ей имя «Боевой ангел». И мы еще много услышим о ней, ведь ей всего 19, восторженно заключает автор. В июне 2021 года популярный японский артист Акихиро Курокава из комедийного трио «Великий цирк Ясуда», к которому японцы относятся с большим доверием и любовью, составил свой рейтинг самых красивых женщин планеты. Загитова в списке Курокавы заняла престижное 5-е место, при этом впереди Загитовой расположились исключительно представительницы Японии. Не оставили без внимания Алину Загитову и журналисты известного журнала Forbes, поставившие 19-летнюю фигуристку на 31 место в рейтинге самых успешных звезд России. По сведениям Forbes, в минувшем году имя Алины упомянули на страницах СМИ 25 946 раз, а доход фигуристки Хрустального составил огромные $1,1 миллиона. Отдельно стоит отметить, что на популярность Алины за рубежом не могут повлиять даже откровенные провалы фигуристки на льду. Так, в апреле текущего года Загитова выступила в Казани в рамках ледового шоу «Этери Тутберидзе. Чемпионы на льду». Увы, но во время выступления Загитова несколько раз оказывалась на льду в горизонтальном положении, а одно из падений Алины казалось настолько болезненным и опасным, что болельщики, собравшиеся в этот вечер на трибунах местного дворца спорта, в унисон схватились за сердце. Тем удивительнее, что сразу после провала фигуристки в столице Татарстана одними из первых за Загитову заступились американские поклонники русской красавицы. Буквально на следующий день после провала в Казани на популярной платформе Reddit американцы открыли сразу несколько веток, посвященных Алине. На выступление Загитовой было больно смотреть, артистизм по-прежнему на уровне, но она жутко упала с лутса, исполняя Эсмеральду, а также сорвала почти все прыжки. Я являюсь ее поклонником и очень хочу увидеть ее прежнюю форму. Она остается моей королевой. Эмоционально написал один из пользователей. Люди, позорящие Алину, вызывают у меня отвращение. Оставьте девушку в покое и не мешайте ей. А критиковать девушку за лишний вес – это жутко. Загитова никому ничего не должна. Она может выйти на лед и упасть со всех прыжков, но при этом оставаться красивой фигуристкой. Я хочу, чтобы люди немедленно прекратили нападать на Заги из-за ее формы. Как правило, спортсмен, допустивший серьезные ошибки,
обязательно сталкивается с откровенным хейтом в свой адрес. Именно так и происходит со всеми спортсменами и просто известными личностями, но только не с Алиной. Как можно заметить из представленных комментариев, поклонники Загитовой готовы защищать свою любимицу 365 дней в году и при любой погоде. Объяснить такую удивительную преданность Алине со стороны болельщиков невозможно, это просто часть загадки личности Загитовой. Разумеется, в 2021 году Загитову не оставляют без внимания и представители японских СМИ, которые традиционно посвящают Алине целые материалы. Особенно в этом году японцев впечатлила подготовка Загитовой к шоу Татьяны Навки, во время которой она исполнила несколько опасных поддержек в паре с Елисеем Крамаром. Японское издание The Answer сравнило этот трюк с цирковым акробатическим элементом, а подписчики издания обратились с просьбой к японским телевизионщикам, чтобы они чаще показывали Алину по местному ТВ. Богиня, которая спустилась с небес. Такой комментарий оставил на страницах The Answer один из японских фанатов Алины. Ледовая фея очаровательна даже в поддержках. Спасибо за твою красоту. Вряд ли Загитова станет фигуристкой парного катания, но выглядит это потрясающе. Я хочу, чтобы по ТВ каждый день показывали такое настоящее искусство с Алиной, так как толпы непонятных артистов с глупым ведущим уже набили оскомину. Добавим также, что стало известно, что Алина планирует поступить на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, ее имя уже появилось в списке поступающих. А это значит, что уже через 5 лет Загитова сможет заявить о своих тренерских амбициях, что, безусловно, только поможет Алине раскрыть новые грани своего таланта.